Друзья, не буду скрывать, как и многие из нас, мы захотели отдохнуть недорого. И все началось с того, что... Этот круиз мы купили 2 недели назад за 200 евро. Но оказалось все не так просто, ведь есть расходы, о которых мы не знали. Появились еще в приложении какие-то непонятные списания. В этом видео мы посчитаем абсолютно все затраты на данную поездку и, конечно же, поделимся своими впечатлениями. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем с самого начала. Сейчас полшестого утра, мы в Валенсии, нам еще нужно добраться в Барселону. И это тоже нужно учитывать при планировании поездки. До Барселоны мы добирались на автобусе, который нам стоил 60 евро за двоих. Проходя мимо вокзала в Барселоне, мы увидели симпатичную ретро-кафешку, в которой остановились выпить утреннего кофе с круассаном. Возле порта нас ждет платный автобус, который подвозит к терминалу. Это уже наш не первый круиз, а второй, что делает его не менее интересным, поскольку нам теперь есть чем сравнивать. Корабль, конечно, огромный. Наше круизное судно – это Коста Тоскана, флагман круизной компании Коста. В терминале нужно сдать багаж и пройти досмотр и регистрацию, все как в аэропорту. Нас сфотографировали, проверили документы. Теперь идем получать карту круизную. Вот такие карточки нам выдали, они именные. При заходе обязательно надо сфоткаться. Вот это вот постановочный типа корабль. Сфотографировали, скринжанули. Идем дальше. Как и в аэропорту, в терминале морском проходим через Duty Free. Вместимость каждой шлюпки 462 человека. Зашли на борт корабля. Сейчас будем искать нашу каюту. Смотрим, нам досталась каюта с балконом. Хотя мы платили за каюту, у которой даже окна нету. Итак, снимаем обзор нашей каюты. Здесь у нас вот такой вот прекрасный балкончик с двумя стульчиками. Кровать, ночничок. Тумбочки, розеточки. Вот такая вот какая-то некрасивая, стрёмная штука, чтобы сидеть, я так понимаю, и не запачкать постель. Вот такой огромный телевизор. Огромный для этой каюты. Диванчик вот такой, можно еще одного человека разместить. Окно в душевую можно... нельзя подсматривать. Вот оно так замонтировано, как будто запотело. Ненавязчиво. Зеркало здесь. Рабочее место, лампа. Купили красивое шампанское такое в Duty Free. Вот здесь вот у нас что это? Ничего, да? Ага, это просто вешалки для верхней одежды. Шкафчик вот здесь. Душ довольно-таки просторный. Полотенечки. Небольшое такое зеркальце, стаканчики. Очень хорошо, что в душе закрывается дверкой, а не шторкой, потому что в прошлом году на МСЦ закрывалась шторкой, и было неприятно, когда она к твоему мокрому телу липнет. Места было меньше, чем здесь. Вот такие еще полочки. Ну, да, с точки зрения мест, где что-то можно хранить, вообще проблем нету. Ага, и фен еще есть.
Обычно первым делом, перед тем, как корабль отплывает, все должны пройти технику безопасности. Для этого всегда нужно брать жилеты, спускаться на палубу, находить свою шлюпку, к которой ты типа привязан. Это все занимает большое количество времени. Вот, но сейчас у Косты появилось вот такое вот удобное приложение, и по идее эту технику безопасности можно пройти вот в приложении. Сейчас будем пробовать. Еще оно работает без интернета, ну, вернее, с подключенным Wi-Fi. Через этот Wi-Fi можно сидеть только в этом приложении. И удобно, что если вы, например, с друзьями находитесь, естественно, в разных каютах, не покупали себе пакет интернета, вы можете здесь переписываться типа с друзьями, которые находятся на борту. Момент, который нам не нравится на этих кораблях, то что в МСЦ мы были, что в Косте не дают никаких тапочек. То есть я понимаю, что здесь как бы ковролиновое покрытие, но неудобно, например, когда с душа выходишь. Надо, в общем, шлепки брать с собой. Итак, этот круиз мы купили 2 недели назад за 200 евро за двоих. На 2 ночи, то есть 3 дня. Потом из-за непредвиденных обстоятельств нас попросили доплатить еще 100 евро, поэтому сам круиз вышел нам 300 евро, 150 с человека. Что входит в эту стоимость? В эту стоимость входит проживание, уборка в номере, шведский стол, но не входят напитки. Из напитков вы можете пить воду и чай в обеденной зоне, там где шведский стол, и то после 10 вечера или 11 эта зона закрывается, то есть вы должны будете сами себе набрать водичку, если хотите пить в номере, какую-то бутылочку, или купить пак с напитками. Пак с напитками на двоих на это время стоил еще 117 евро. Это со скидкой с какой-то. Мы его не брали. Круизные компании таким образом и зарабатывают деньги. Они продают отдельно как бы напитки. Они не могут вас оставить без еды. Они вам дают какую-то воду, чай и какой-то ужасный кофе, который невозможно пить. А если вы уже хотите пить сок, какие-то коктейли, бутылированную воду, то вы докупаете это отдельно. Подумали, что попробуем отдельно покупать напитки, которые нам действительно нужны будут, и в конце посчитаем, вышло это больше или меньше, сэкономили мы или можно было сэкономить, взяв пак с напитками. Также на борту по умолчанию нет интернета, вернее, есть бесплатный Wi-Fi, к которому ты можешь подключиться, но у тебя не будет доступа в интернет. Если хочешь доступ в интернет, нужно платить отдельно деньги. 16 евро в день стоит подключение одного устройства. На самом деле я не вижу минусов в том, чтобы на отдыхе остаться без интернета на пару дней. По-моему, это просто прекрасно. Наш маршрут, мы завтра будем целый день в море, целый день будем плыть, поэтому интернета точно не будет. Когда круиз построен по такому маршруту, что каждый день вы останавливаетесь в каком-то порту, то там, естественно, есть мобильный интернет, и без интернета вы остаетесь только вечером и ночью, пока вы плывете. В итоге, заплатив такие деньги, мы еще получили каюту с балконом, что по меркам круизов это считается очень даже престижно. Самые бюджетные каюты, они вообще без окон, потом идет каюта с окошком, а потом уже с балконом. В прошлом году мы плавали на МСЦ круизе, у нас была каюта с окошком. В этом году мы решили взять каюту без окна, потому что в ней меньше укачивает, так как она находится ближе к середине корабля, меньше вот эта вот амплитуда качки. Но нам повезло, и видимо, не было пустых кают без окошка, нам выпало с балконом. 63% кают здесь это каюты с балконами, поэтому нам досталась вот такая. На самом деле, если вы не покупали пак с напитками и не успели себе набрать водички в номер, то это не проблема. Антон только что спросил у Ишки, вода из-под крана в этих кораблях, она питьевая. Они из этой же воды делают чай, кофе, поэтому ее можно пить без проблем, она никакой угрозы здоровью не представляет. А мы сейчас будем пить шампанское, которое мы купили в Duty Free, потому что у меня сегодня день рождения. Мое здоровье. Очень вкусное шампанское. Если где-то увидите такое, обязательно попробуйте. Вещи разложили, немножечко с дороги отдохнули. Идем исследовать корабль. Если честно, я понимаю, что очень мало времени для такого корабля.
Здесь 19 палуб, вы только вдумайтесь, этот корабль в высоту выше, чем шестнарик обычный. Да, вот дрона у нас нет, но на модельке можно посмотреть, что там сверху находится. Там куча каких-то бассейнов, джакузи, горок. Ага, вот информация. Длина 337 метров. 21 год постройки, правильно? Ну, в общем, считай свежак. Да, и по приему пищи, помимо шведского стола на завтрак, обед и ужин, который круглосуточно, по-моему, практически работает, здесь еще входит ужин в ресторане. Ты закреплен к какому-то ресторану, и тебя там обслуживают, бесплатно приносят тебе еду. Единственное, что напитки там будут, естественно, за деньги. При покупке круиза ты выбираешь, будешь ты кушать в первой очереди или во второй. Мы выбрали первую, которая должна быть в 19:30, по-моему. Нас почему-то определили ко второй, в 21:30. Сейчас идем на ресепшн, чтобы это изменить, потому что в 9:30 ужинать поздновато. Честно говоря, достаточно уютный здесь интерьер. Я ожидала худшего в плане дизайна. На фотографиях и видео смотрелось как-то хуже, чем это есть на самом деле. Очень уютно, хорошее освещение здесь везде. Класс, я довольна. Пытаемся найти нашу станцию, на которой нам нужно отметиться, что мы прошли инструктаж. И оказывается, что все-таки жилеты надо было с собой брать. Сейчас попробуем без них как-нибудь. Ну зачем нам возвращаться? Все, отметились. Нас пропустили без жилеточек. Мы объяснили, что мы просто не знали, что их нужно взять. Технику безопасности прошли. Теперь куда мы идем? На рецепции были. Сейчас пойдем разведаем, в общем, буфет. Это какая-то новаторская штука в Косте. Автоматическая мойка рук. Страшно выглядит, как какая-то мясорубка. Окей. Дальше с этим делать. Все, осушить его в полотенечке. Мне нравится, приятно. Как будто бы какой-то массаж рук такой водой. Сейчас будем инспектировать, что здесь можно перегрызнуть. Осьминог по-гречески, рыбка, картошечка, свежие овощи, салатики, большой выбор мяса и гарниров на любой вкус. Это все можно найти в бесплатном буфете. Очень вкусно. Ой, здесь очень красивое мясо. Тогда вот здесь можно заказать напитки, если ты купил себе пак с напитками. В общем, вот это вот напитки для тех, кто не покупал себе пак с нормальными напитками. Короче, здесь столько всякой еды, еще больше, чем я сняла. Видит Бог, не хотела обжираться, видимо, придется. Я взяла себе что-то наподобие кебаба, а Антон свинину в мадридском стиле, ростбиф и плов с овощами. Еда была очень вкусная, а поваров здесь хвалим не только мы. Короче, стритфуд этот за дополнительную плату выглядит, честно говоря, не на свои деньги. На удивление, все горки и бассейны работали, несмотря на то, что сейчас уже почти зима. Тем не менее, людей на открытых палубах не так уж и много. Другие блогеры жаловались, что на круизах Косты всегда людей битком, но в зимний сезон реально пол корабля пустые. Но мы все еще стоим пришвартованные. Нужно учитывать, что много людей сошло на берег погулять по Барселоне. Самое время показать вам уютные уголки для отдыха в общих пространствах. Помните фото, которое мы делали при заходе на корабль? Так вот, теперь его можно приобрести в электронном виде, либо распечатать, да хоть в виде календаря, главное за оверпрайс. Фотографы тебя периодически ловят на корабле и фоткают, но покупать фото не заставляют, давления не оказывают. Возвращаемся в номер.
прошлом году на корабле нас немножечко укачивало, скажем так, в какой-то момент стало неприятно, поэтому мы купили на всякий случай вот такие таблетки от укачивания. Стало понятно применение вот этой вот некрасивой штуки. Это чтобы можно было лечь в кроссовочках, отдохнуть и пойти дальше исследовать этот огромный корабль. Позже мы направились в бар и взяли там себе вот таких 2 пива. В принципе, цены как на суше, но нужно еще учитывать, что здесь есть дополнительная комиссия в 15%. В баре иллюминаторы были заклеены непрозрачной пленкой, и мы совсем пропустили момент отплытия. Это вообще никак не ощущается. 19-я палуба, поднялись самая высокая. Здесь есть такая нормальная чил-зона с качельками. И вон берег. Пока-пока. Вот это класс! Ой. Сидим на качельке, смотрим, как мы отдаляемся от берега. Да, сегодня по программе в 10:30, в общем, мы приплываем куда-то, где нет светового вот этого загрязнения, так сказать. Самая темная точка среди моря, но что-то я смотрю, такие облака. Вряд ли мы видим очень много звезд. Да, днем вот это была какая-то детская развлекательная зона, вечером оно выглядит как-то гораздо симпатичней. Мы пришли на ужин в ресторан, сделали заказ, сейчас будем все показывать. Начинаем с закусок. У меня ассорти из морепродуктов, у Антона несладкий чизкейк с грибами. Дальше первое блюдо. Равиоли с ветчиной и рикоттой у меня и паста с морепродуктами у Антона. Затем основное блюдо. Свиная отбивная по-вальдостански с картофелем и филе лосося на пару с мальтийским соусом. На десерт клубничный чизкейк и кофейно-шоколадный мусс. После ужина мы решили немного посидеть в другом баре. Достаточно быстро плывем, я вам скажу. Ой, такой ветер. Смотрите, несемся, я бы сказала. Так, мы утеплились. Идем смотреть на звезды. Мы уже, по идее, практически в этом самом темном пятне посреди моря. Звезды действительно было видно хорошо, жаль, камера бы этого не передала. Но сильный ветер помешал насладиться ночным небом. Короче, в номере с балконом есть, оказывается, такая проблема, послушайте. Ну, это ветер шумит, сквозняк через щелочку, которую ничем невозможно заделать. Доброе утро. На часах 9:30, и мы идем завтракать. Спалось очень хорошо, кровать просто мега удобная. На завтрак выбор в буфете оказался невелик, а с другой стороны, что еще нужно? Я взяла скрэмбл, а Антон заказал фритату. Выглядит скромно, но приготовлено хорошо. Также мы еще взяли кофе и сок. Кофе был ужасный, сок нормальный. На улице достаточно тепло, нет ветра, в отличие от вчерашней ночи. Появились еще в приложении какие-то непонятные списания. Мы подошли на ресепшн, спросили, что это значит. Они говорят, что
это рум-сервис не только даже за уборку в номере, а еще за все на свете. За бары, за рестораны. Не очень понятно на самом деле. Мне вот просто интересно, карту банковскую подвязывать не обязательно к своей вот этой вот карте круиза. То есть если бы мы не подвязали, они бы ничего не списывали, потому что они никак не смогли это списать. Оказывается, если карту не подвязывать, у тебя все равно формируется счет, который ты обязан оплатить, когда будешь сходить с корабля. Погуглив, мы узнали, что по такой бизнес-модели работают все круизные компании. За обслуживание номера ты платишь отдельно. Просто можно эту услугу включить сразу в стоимость на этапе бронирования, а можно продать круиз подешевле и списывать эту сумму, когда ты уже на борту. Также, помимо стоимости интернет-пакета, за активацию интернета они списывают отдельно 3 евро. В чем именно заключается эта услуга, мы так и не поняли. Дальше наш номер пришли убирать, и мы отправились на повторный обход корабля. Плывем достаточно быстро. Лично я в круизах нахожу еще такой небольшой для себя минус. Это то, что из-за вот этого вот покачивания корабля постоянно хочется спать. Оно тебя как-то убаюкивает. И тебе хочется просто лежать и дремать. Но я этому не поддаюсь. Мы собрались, и что собираемся делать? Идти опять кушать, идти обедать. Говорю Антону, корабль остановился, никуда не плывет. Антон говорит, мы что, сели на мель? Коста Конкордия 2.0. Короче, как я уже говорила, чай дается только на завтрак, но кипяток как бы и на обед, и на ужин в этом буфете есть. Поэтому мы взяли чайные пакетики завтрака, чтобы попить чай в обед. На обед взяли много разной вкуснятины, но больше всего нас поразили вот эти ньоккетти в густом бульонном соусе. Вернувшись домой с круиза, мы сразу же нашли рецепт и наготовили несколько порций. После обеденной сиесты избежать уже не удалось, и мы подремали 1,5 часика. Проснувшись, пошли в бар за пивом и узнали, что в этот день на всем корабле акция на коктейли 2 по цене 1. Нам такое подходит. Тут я призадумалась о том, что для меня круиз – это просто идеальный отдых, так как я люблю находиться в дороге, в движении, и вот эта вот концепция перемещающегося с тобой микрорайона – это прям для меня. Мы вчера не то чтобы сильно сытые вышли с ужина, поэтому перед ужином мы решили еще заказать бургер на двоих. Бургер нас приятно удивил. В нем были целые куски трюфеля, и он был очень сочный. Ну а теперь время поужинать. Закуски. Вителла тоната с соусом из анчоусов, маринованный в лайме осьминог с йогуртовым соусом. Первое блюдо – каннелони с мясом и соусом бешамель и паста с копченым лососем. Основное блюдо – рулетики из говядины с начинкой из сыра и грибов и филе морского окуня. Дальше меня поздравили с прошедшим днем рождения вот таким тортиком. Мы забрали его в номер, а на десерт взяли сицилийский канола и фисташково-лимонный мусс. На улице в этот вечер была гроза и шел дождь, поэтому самое время показать вам, какие еще развлечения были на борту. Было много живой музыки на любой вкус, в разных локациях одновременно игралось несколько концертиков. Помимо выступлений было много интерактива, конкурсов и викторин. Был конкурс по типу «Голос краины» со всеми атрибутами, кресло с кнопками тоже на месте. Был еще просто караоке.
Также на борту есть много магазинов, игровых автоматов, казино, спа, спортзалы, мастер-классы, дискотеки. Мы за 2 вечера, конечно, не успели обойти все. Да, вот здесь вот можно научиться готовить. Мастер-класс по готовке еды. Хороший интерактив. Все, последний вечер на борту прошел, ложимся спать. Завтра нам вставать рано, потому что в 11 часов нам уже нужно, естественно, поезд в Неаполе. Заказали завтрак в каюту, чтобы с утра не тратить время на буфет. С утра вам все покажем. В Неаполе нас встречала хорошая погода и умопомрачительный вид на Везувий. Пока мы ждали завтрак и корабль швартовался, мы успели собраться и сложить все свои вещи. Короче, ждали мы наш завтрак, который мы заказали на 7:30. Уже 8 утра нам его так и не принесли. Мы позвонили, спросили, где наш завтрак. Они сказали, что мы не подаем завтраки в день, когда вы типа сходите на берег, когда вы уже отсюда выезжаете. Оставшись без завтрака, мы потопали на выход. Уже не осталось времени идти в столовую, так что мы решили покушать на суше. Мы же в Италии! Все, закончилось наше небольшое 3-дневное, вернее, даже если брать полные сутки, то 2-дневное путешествие. Мы теперь снова сухопутные крысы сошли на берег. Очень красивый вид на Везувий здесь, конечно, мне очень нравится. Портовый терминал в Неаполе нас приятно удивил архитектурой и аутентичностью. Можно было на корабле остаться еще, я думаю, дня на пол, чуть ли не до самого вечера. Никто тебя не выгоняет, пока корабль не отплывает. Просто что нам нужно еще сегодня добраться до дома. Сейчас мы поедем на поезде в Рим и с Рима полетим в Валенсию. Неаполь нам запомнился тем, что здесь многие дороги устиланы вулканическим камнем, а также очень хаотичное дорожное движение, почти как в Стамбуле. Мы вовремя успели дойти до ЖД вокзала, так как позже начался сильный ливень. Ну что, друзья, к этому моменту уже становится ясно, что пак с напитками был бы точно не лишним. Сейчас мы доедем до дома, и я посчитаю, сколько же у нас ушло денег на всю эту поездку. В Риме мы сразу купили билеты на электричку до аэропорта и пошли перекусить вкуснейшей итальянской пиццей. Добравшись в аэропорт, мы были просто поражены тем, насколько он удобный и прогрессивный. Здесь можно проносить жидкость до 2 литров, а электрику не нужно выкладывать из сумки при досмотре. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. А тем временем я уже составила табличку и посчитала все наши расходы, которые были в этой поездке. Какие из них обязательные, а какие нет, решайте сами.